становится творцом и получает возможность творить свою судьбу и не только свою. Подумайте об этом. Хорошо? Следующий вопрос. Тут маленький вопрос уже. Добрый день. Знаете ли вы, как погиб адмирал флота Эмиль Спиридонов? К сожалению, ничего не знаю, поэтому объяснить не могу. Нужно изучить вопрос, тогда можно сказать. Следующий вопрос. Можно ли, как инструмент пробуждения людей, использовать музыку? Если да, то как вы это видите? Дело в том, что можно, конечно, использовать музыку, но музыка музыке рознь. Музыка создает определенное качество состояния. Но если создать состояние, и после этого ничего не происходит дальше, то ничего не будет. Потому что такое музыка? Это звуковые волны. Если примитивно посмотреть, не убирая красоту звуков и так далее. И оно воздействует на нас, то есть воздействует на клетки нашего организма, и в зависимости от частот, оно сонастраивается, заставляет человека сонастроиться на определенные частоты. Одни частоты, может быть, настраиваются на плохое, на отрицательное явление, другие частоты настраиваются на положительное. Но, кроме самой музыки, кто помнит, здесь есть много людей старшего поколения, песни Талькова, помните, да? Вот там музыка действительно помогала. Что-то не очень часто его крутят, правильно? Почему-то. А песни его были, действительно, пробирали до глубины души, правильно? Так вот, кроме музыки, должно быть еще смысл. То есть то, что сама музыка только инструмент ввода человека в определенное состояние. А вот слова, допустим, песни, они могут еще и не только человека ввести в состояние дополнительное, но и настроить на определенный его лад. То есть заставить его пробудиться и так далее, и так далее, и так далее. Но, опять-таки, это только подготовка. Да, это очень хорошо, но, опять-таки, вы можете назвать сейчас хотя бы одного певца или певицу, которая, так сказать, делает то, что Тальков? Мало очень, правильно? Просто попса современная, да? Она не резонирует с душой человека очень часто. Некоторые песни действительно есть, которые резонируют, но их, к сожалению, очень-очень мало. И их не так часто крутят. А вот если бы были действительно песни написаны, и, во-первых, кроме того, кроме песни, еще важен человек, который эту песню поет. Потому что основное влияние оказывает даже не звук колебания, не только слова песни, а то, что вкладывает певец в слова этой песни. Ведь песни Талькова пели и другие, правильно? Влияние было такое? Казалось бы, звуки те же, да? Слова те же. А почему нет? Потому что он вкладывал в то свою душу, он вкладывал туда свою боль, все, что на душе наболело. И вот это именно заставило людей резонировать с его пением. То есть при пении и музыке это помогательный инструмент влияния на людей. Но опять-таки это только подготовка. Человек подготовлен. А что дальше? Вот он его затронул душу, уже редко поплакался и пошел домой делать то же самое. Польза есть от такого? Просто с моей точки зрения, действительно, для пробуждения людей нужна раскачка и такого плана, чтобы люди действительно зацепились за живое, чтобы пробудилось, чтобы зацепилось, что-то ёкнуло там, когда струна зацепилась человека внутри. Но нужно для этого, в принципе, и создавать фильмы художественные, мультфильмы для детей. Не уродливый мультфильм, который сейчас подсовывают, а мультфильм, который действительно воспитывает в человеке хорошее, доброе, где зло всегда проигрывает, где, хотя не всегда в жизни это получается, но все равно, вот вспомните советские мультфильмы, при всем при том, они были очень добрые и хорошие, правильно? Они действительно резонировали с детьми на том уровне для ребенка. Современные мультфильмы, там просто ужастики в том плане, уродливые фигуры, уродливые, как говорится, персонажи. Вы знаете, что это тоже влияет на психику человека? Влияет. Их действия, все действия направлены там, друг другу мутузить и все. Том и Джерри пример хороший, да? Где все время только дерутся друг с другом, а где же смысл этого мультика?
что мышонок такой крутой, что он кота мутузит постоянно. И все. Понимаете, вот смотрите, даже сказки русские и других народов, они же несли в себе не только образы, они настраивали детей, которые слушали сказки, на совершенно другой лад. А на что настраиваются сейчас? Пожалуйста. Наркота, дети после вырастающих в таких мультиках, наркотики, алкоголь, поведение свободная любовь, понимаете, да? Что просыпается в постели утром, а как тебя зовут? А как тебя зовут, да? Это называется свобода? Это не свобода. Это искаженное понимание, которое навязывает социальный паразит, чтобы превратить людей в скотину, в животных. Вопрос, хотим мы быть животными? Мало ли что паразиты хотят. Важно не то, что хотят паразиты, важно, что человек хочет. Если человек хочет быть человеком, то он останется человеком в любых условиях. Вот недавно мне сказали интересную информацию. Позвонил мне мой друг Юсупов в Свердловской области. Там сделали фильм из колоний. И там уголовник, который совершил преступление, его спрашивают, вот что к чему, он говорит, почему это забавно. Он прочитал, не знаю, какую мою книгу, потому что мне не передал точно, мою книгу прочитал и сказал, человек сказал, вот теперь у меня понимаю, зачем нужно жить, я был как животное, и я понял, я не хочу быть животным, я хочу быть человеком. И если, когда я выйду отсюда, я узнаю, что и как я буду делать, потому что я хочу быть человеком, не хочу быть животным. Вот, в принципе, это много стоит, что таки, если человек, совершив преступление, прочитав книгу, такое говорит. Значит, эта книга зацепила его так глубоко, что я понял ответственность не только за свои дела, но ответственность за каждую свою мысль. Вот этого и боятся все, понимаете? Паразиты. Потому что когда человек будет понимать это, человеку будет очень сложно заставить сделать то, что-то против. Потому что вот я писал в книге своей, что не законы определяет кто-то пришел, сказал законы. В свое время закон был, что, допустим, христиане убивали язычников, да, и считалось благим делом. Правильно же, да? А мусульмане убивали неверных, считали, что каждый убитый неверный приближает их к Аллаху. Ну, знаете, да? Вопрос. Кто эти законы писал? Люди, которые заставляли людей, других обманным способом, делать то, что им нужно было. Но если бы люди знали, что неважно, кто что говорит, существуют законы природы, которые за каждое свое действие человек получает наказание или не наказание вперед, эволюции, и отброс назад, в зависимости от того, что он делает и как он делает. И вот когда человек будет знать такое и понимать, что это реально, большинство людей 10 раз подумают, прежде чем сделать какую-то гадость другому. Потому что они знают, что да, меня никто за руку не поймал, в тюрьму я не попал, к примеру, но неважно, это если не случилось даже, то я все равно получаю наказание. Получаю наказание я сам, получается моя сущность, и получают мои дети, и мои потомки и так далее. Это реальный процесс, это не просто болтология. Когда человек такое поймет, то заставит его фальшивыми законами делать то, что угодно тем или иным придуркам, будет очень сложно. И видите, вот даже человек, сидящий в тюрьме за преступление, поняв, что к чему, он говорит, я не хочу быть животным, я хочу быть человеком. Вот я считаю, это очень, даже такой один случай, говорит, это и случай не один. Уже несколько раз из тюрьмы приходили просьбы, чтобы им книги присылали и так далее. И люди читают, и там становятся людьми, как, не знаю, прочтение книжки. Вот это поэтому книги так мои боятся, что они действительно помогают людям понять, кто они есть, для чего живут. Пробуждение смысла жизни приобретает человек, понимать, для чего и зачем он живет. Что он не просто кусок мяса, который сдохнет, и на этом все. Спасибо. Поэтому вот и бесятся, и пытаются книги запрещать, тогда, ну ничего. Еще не вечер, и цыплят по осени считают, правильно?